порядок и хаос, созидание и разрушение, добро и зло. Во всем должен присутствовать баланс. Концепция черного и белого крепко вплетена в наш мир и является неотъемлемой частью цикла, о котором мы говорили ранее. Знаменитый даосский символ инь и янь демонстрирует равновесие между добром и злом, а также говорит о том, что внутри большой тьмы есть доля света и наоборот. Одно не может существовать без другого, иначе картина мира исказится настолько, что жить станет попросту невозможно. Как ты поймешь, что сейчас тепло, если холода не существует? Как поймешь, что тебе хорошо, если не знаешь, что такое плохо? Что вообще такое жизнь, если нет смерти? Без деления на черное и белое наш мир был бы серым и скучным. Знаешь, на протяжении всей истории человечества люди так не любили субъекты, на которые навешивали ярлык зла. В сюжетах книг и фильмов герои в золотых доспехах побеждали огнедышащих драконов, черных властелинов и вечную тьму. Только никто не думал, что не было бы никаких героев, не будь в этом мире злодеев. Им попросту было бы некому противостоять. И кто знает, на какие бы цели они бы направили свою праведную силу. На самом деле, в этих сюжетах нет борьбы добра со злом. Есть конфликт двух сторон, и каждая из них права по-своему. Показывая ситуацию с одной стороны, режиссеры и писатели манипулируют своей аудиторией и приказывают принимать эту сторону, игнорируя свободу выбора и нарушая баланс. Малефисента, Демон, Джокер. Что случилось с восприятием аудитории, когда историю начали рассказывать от их лица? Такое ли теперь они абсолютное зло? Теперь экстраполируем понятие баланса на твою жизнь. Если плохо – это хорошо, хорошо – это плохо, а вместе они соблюдают баланс и поддерживают смысл в этой жизни. Почему ты так боишься негативных эмоций? Когда садится солнце, ты же не ругаешься, что опять наступила ночь, хотя она же вчера уже была. А ты знаешь, что твой мозг устроен так, что ты можешь впасть в длительную и глубокую депрессию из-за продолжительного отсутствия негативных эмоций. Лесные пожары очищают местность от легко воспламеняемых объектов, не давая им скопиться в таких количествах, что обычный пожар превратится в стихийное бедствие. Они способствуют обновлению природы, и борьба с этим балансом лишь усугубит ситуацию. Аналогично фондовому рынку присутствует такое понятие, как коррекция, без которой перегрев стоимости акций привел бы к крупному обвалу вместо стабильного роста. Что ж, добро пожаловать в этот мир. При получении негативного опыта не нужно думать, что Бог, Вселенная или судьба наказывают тебя, что у тебя с ними конфликт. Когда огонь обжигает, это конфликт? Нет, он просто выполняет свою функцию. Баланс будет соблюдаться в любом случае, и бороться с этим нет смысла. Однако он не навредит тебе, если ты понимаешь, что все происходит так, как должно происходить. Звучит достаточно фаталистично, согласен. Но тут есть один небольшой нюанс.
Принимая пресуппозицию существования баланса, добро остается твоим другом, а зло ты воспринимаешь нейтрально. Видишь ли, с добром подружиться легко. Оно неразборчиво в своих последователях и принимает всех с распростертыми объятиями. Зло же досконально проверяет своих новых знакомых. И чтобы общаться с ним, нужно доказать, что ты достоин. А теперь представь, что будет, если ты в хороших отношениях с ними обоими. Возможно, ты уже испытываешь легкую симпатию к темной стороне, но слабых она уничтожает безжалостно. Поэтому наберись терпения и знаний перед вашим первым свиданием. Гарантирую, что это будет более чем романтично. А какое послевкусие у тебя останется? Не подумай лишним. Никаких оккультных практик, сатанизма, пентаграмм и черепов не будет. Ну, кроме моего. Это лишь работа с внутренним восприятием реальности. Но об этом позже. Я просто очень скучал по тебе. Итак, к итогам. Без зла не было бы добра. Радуйся, что оно происходит, ведь оно принуждает добро к действию в твоей жизни, подобно злодеям в книгах и фильмах. Сохраняй критический взгляд на мир. Не позволяй кому бы то ни было решать за тебя, что хорошо, а что плохо. В будущем этот взгляд поможет тебе защищаться от манипуляций. Негативные эмоции – это тоже часть тебя. Общайся с ними, как со старыми знакомыми. Они здесь, чтобы соблюсти баланс, продолжить цикл и твое движение, а не навредить. Ну а если у тебя остались вопросы, задай их себе, когда будешь засыпать. Я тебе на них отвечу. Главное, слушай внимательно.